Добрый вечер. Информационное шоу на областном телевидении продолжает рубрика «Здоровье». Меня зовут Александр Гальперин. Мы неоднократно, в том числе и в этой студии, говорили про инсульты как самую частую неврологическую проблему, как острую неврологическую проблему. Но кроме инсультов у нас есть такое понятие, как транзиторные ишемические атаки, про которые говорится очень мало, но они являются очень серьезными и являются предвестниками инсульта. Сегодня мы на эту тему поговорим. У нас в гостях эксперт, врач-невролог, доктор медицинских наук, профессор Уральского медицинского университета, представитель России в Совете экспертов по инсульту в Европейской академии неврологии Елена Лебедева. Елена Разумовна, добрый вечер. Добрый вечер. Елена Разумовна, самый первый, самый главный вопрос, конечно, что такое вообще транзиторная ишемическая атака и в чем ее опасность? Транзиторная ишемическая атака по-другому называется приходящее нарушение мозгового кровообращения. И это относится к острым нарушениям мозгового кровообращения и характеризуется в первую очередь нарушением приходящим очаговых функций головного мозга. В первую очередь это проявляется тем, что у человека внезапно, без предвестников фактически, возникает, допустим, выпадение зрения на один глаз, и это продолжается буквально 1 минуту. Зрение восстанавливается. Или другим симптомом может быть приходящее онемение руки, которое продолжается буквально 5 минут, максимум может быть час, и восстанавливается. Или точно так же возникает парез руки или ноги, который продолжается буквально 5 минут или час, и затем это все проходит. И вот такие очаговые симптомы иногда остаются незамеченными, потому что пациенты не обращают внимания, они думают, может быть, это ослепила фара, если человек едет на машине, или, допустим, он отлежал руку, или какие-то еще другие факторы, поэтому они остаются незамеченными. И самое главное, что часто они остаются нераспознанными в 60% случаях. И поэтому это очень актуальная тема. И об этом должны знать не только пациенты, но и врачи, которые смотрят таких пациентов, и врачи разных специальностей. А в чем же опасность тогда все-таки этого состояния, если мы говорим, что это случилось и прошло? Дело в том, что у транзиторных ишемических атак такие же факторы риска, как и у инсульта. И при наличии транзиторной ишемической атаки риск инсульта возрастает в 10 раз. Казалось бы, всего такое кратковременное нарушение в течение 5 минут, часа, а риск инсульта после этого возрастает. Поэтому очень важно у этих пациентов обследовать их в первую очередь и выявить факторы риска, которые могут в будущем привести к развитию инсульта. И очень важно это сделать как можно быстрее, потому что инсульт развивается у 10% в течение 48 часов после развития транзиторной ишемической атаки. И максимальный риск в течение 1-го месяца, а затем в течение первых 3 месяцев. То есть если вот подобные симптомы человек у себя заметил, либо у своего близкого, то есть здесь скорую помощь не вызываем, или мы вызываем скорую помощь, либо нужно обратиться к неврологу. Как это выглядит? Если человек заметил у себя такие симптомы, как нарушение зрения, нарушение чувствительности на руке или ноге, или на обеих конечностях, или нарушение речи, или появилась асимметрия лица, обязательно нужно вызывать скорую помощь, потому что это уже предвестники или начало инсульта. Если эти симптомы регрессируют в течение часа, все равно нужно вызвать скорую помощь, потому что такой человек нуждается в детальном обследовании. В первую очередь в проведении магнитно-резонансной томографии головного мозга, которая наиболее часто выявляет наличие очага инфаркта, что уже говорит об инсульте, или отсутствие очага инфаркта, это говорит о том, что это транзиторная ишемическая атака или приходящее нарушение мозгового кровообращения. В чем заключается трудность, в принципе, диагностики вот транзиторной ишемической атаки? И есть еще такое понятие, как мигрень с аурой. Это же где-то очень близко и очень похоже. В чем трудность? Дело в том, что существующее определение транзиторной ишемической атаки, которое используют врачи всего мира, заключается в том, что показывается на этом определении то, что это очень кратковременный. У нас очень хороший, кстати, идет материал, где видно, что такое аура, что видит человек. Для меня, например, было абсолютно удивительно вот, на это все посмотреть. То есть вот это аура, да, она может быть как при мигрени, так и при транзиторной ишемической атаке. Вот это вот мутное так называемое. Это вот как раз то, что сбоку. Это появляется в момент ауры, когда человек видит именно такие цветные, переливающиеся, как будто бы блики на воде. И затем эти блики становятся более обширными, и происходит выпадение поля зрения. То есть сначала человек в области одного глаза может видеть мерцание, затем выпадает поле зрения. И это отличие от транзиторной ишемической атаки. Мигрень с аурой
Это совершенно другое заболевание. Ее нельзя путать с транзиторной ишемической атакой, поскольку при этом риск инсульта не повышается. Именно это не говорит о том, что сейчас в течение первых 48 часов у человека разовьется инсульт. Но отличие заключается в том, что при мигрени с аурой все симптомы развиваются последовательно. То есть сначала появляется мерцание, затем происходит постепенное онемение руки, которое распространяется с кончиков пальцев на всю руку. Затем происходит распространение на лицо, и затем может быть уже нарушение речи. И именно вот такое постепенное развитие симптомов говорит о том, что у человека не инсульт, не транзиторная ишемическая атака, а мигрень с аурой. И кроме того, в конце уже появляется головная боль. А при транзиторной ишемической атаке все возникает внезапно, одновременно, без последовательного развития и не нарастает. То есть при мигрени головная боль возникает не сразу. То есть головная боль возникает позже. Это так? Или мы же понимаем, вот, если в простонародье, да, так, что мигрень это головная боль и ничего другого, да? Да, но дело в том, что различаются два вида мигрени. Одна мигрень без ауры, то есть аура не возникает. Другая мигрень с аурой. Вот то, что показано как раз вот здесь. Когда возникает очаг гиперактивности нейронов, чаще всего это начинается с затылочной области мозга, и в результате человек видит яркие вспышки, зигзаги, либо как вот на предыдущем видео была демонстрация таких мерцающих, переливчатых, как расплывчатые такие как бы контуры, как мерцание на воде. Это связано с тем, что возбуждение начинается в затылочной области мозга, затем это распространяется на теменную область, как показано на втором рисунке, и в результате у человека начинается онемение постепенное кончиков пальцев с распространением на всю руку, затем на лицо, и даже в конце может быть распространение на область лобную, и тогда у человека может возникать парез. Но это все постепенность, вот именно постепенность развития, это уже характер ауры, а не транзиторной ишемической атаки. И поэтому вслед за этим может возникать, конечно, головная боль. Но есть особая форма мигрени, она называется аура без головной боли. Когда возникают только эти симптомы. И вот эта форма, когда аура без головной боли, хотя это редкая форма, она очень похожа на транзиторную ишемическую атаку. Поэтому очень-очень важно спрашивать пациента или спрашивать того человека, у кого это случилось, были ли эти симптомы внезапными или они развивались постепенно. И если это постепенно, это вот как раз аура. У нас есть звонок от телезрителя. Алло, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Звонит вам Владимир. Мне 60 лет, да. Вот у меня частенько бывает на правой руке мизинец щемит. А тут вот как-то было, ну, я живу в деревне, варил, значит, собакам кашу, да, и взял поварешки. И у меня, знаете, как онемела рука, как закостенела кисть. Так. Вот встала в таком вот положении и не мог ее разогнуть пальцы, потом давай разминать, и у меня вот это шло. Вот что это может быть такое? Вообще это похоже на транзиторную ишемическую атаку, поскольку здесь имело место именно внезапное развитие гипостазии, то есть снижение чувствительности. По-другому, если мы спрашиваем пациента об этом, мы должны спросить, было ли такое онемение, как после анестезии у стоматолога. Вот было ли у вас такое онемение? Наверное, да, было. Мы уже все, мы уже не на связи. То и есть поэтому, здесь... если было именно онемение, как у стоматолога, все были у стоматолога. И поэтому, если такой симптом был, это уже именно настоящее онемение. Не просто человек отлежал руку, когда, допустим, какой-то участок онемел только, или пальцы онемели. Это не транзиторная ишемическая атака, а полностью онемела рука, и человек ее не может согнуть, или появилась какая-то неловкость. Это уже серьезный симптом, который говорит о том, что могла быть транзиторная ишемическая атака. То есть человеку необходимо обратиться к неврологу? Обязательно обратиться к неврологу. А если человек находится где-то в сельской местности, он не может вызвать скорую помощь, нужно принять 2 таблетки аспирина. Это получается доза 300 мг. Допустим, кардиомагдил, тромбаз, другие группа аспирина 300 мг. Принимать нужно в день, когда это произошло, и на следующий день. То есть первые 48 часов. У нас прямо несколько звонков. Я просто уже вкратце скажу, что всех интересует, какие обследования делать. И, может быть, еще раз повторить, какие обследования в таких случаях делаются. Если у пациента или у любого человека случилась такая ситуация, когда возникли приходящие нарушения очаговых функций в виде выпадения зрения, нарушения чувствительности, движений и другие нарушения, обязательно в первую очередь нужно сделать МРТ головного мозга как можно быстрее. Второе, что нужно сделать, нужно обязательно сделать
исследование магистральных артерий головы с помощью ультразвука. Это называется дуплексное или триплексное сканирование, когда датчиком смотрят и каротидные артерии, и позвоночные артерии. При этом можно выявить стеноз, то есть сужение артерии. Если стеноз 60-70%, такого пациента надо срочно направить на хирургическое лечение, чтобы убрать атеросклеротическую бляшку, чтобы предотвратить инсульт. И второе, что очень важно, это нужно сделать как можно быстрее, поскольку инсульт может развиться в течение первого месяца. Кроме этого, если у пациента есть еще какие-то другие жалобы, допустим, на зрение, мы должны обязательно показать окулисту такого пациента, чтобы исключить изменения сетчатки или еще какие-то другие заболевания. И обязательно, что очень важно, это надо сделать суточное мониторирование ритма сердца, поскольку если мы не сделаем это вовремя, у человека могут повторяться транзиторные ишемические атаки, поскольку по самым новейшим данным наиболее подвержены риску развития транзиторных ишемических атак и инсульту пациенты, страдающие пароксизмальной формой мерцательной аритмии. То есть когда нарушение ритма сердца. Да. Нарушение ритма сердца. Причем одного раза делать недостаточно. Нужно делать раз в квартал. В Европе, в частности, в Канаде делают 7 дней. А в Европе делают 3 дня, как минимум. В России у нас таких аппаратов нет, делают всего 1 день, поэтому нужно повторить хотя бы раз в квартал вот такое исследование обязательно делать. Ну и, конечно же, холестерин, сахар крови обязательно обследовать и обязательно измерять давление. То есть сам пациент должен в течение месяца утром и вечером измерять давление. Ну и 2 слова буквально про профилактику, которую нужно делать, чтобы в принципе не появлялись нарушения мозгового кровообращения. Какие вообще принципы профилактики? Во-первых, нужно выяснить у родственников, были ли случаи инсультов. То есть спросить у отца, у матери, у каких-то еще дальних родственников, если это возможно, были ли инсульты. И если есть, это уже высокий риск того, что у человека уже будут генетически детерминированы факторы риска развития инсульта. У таких людей даже с молодого возраста нужно обязательно измерять давление, чтобы они измеряли сами, купили аппарат, измеряли утром и вечером и записывали. И фиксировали также частоту пульса. Если пульс, это показано на приборе, около 100 или выше 100, это уже говорит о том, что у такого человека могут быть пароксизмальные нарушения ритма сердца. И ему нужно обязательно сделать вовремя суточный мониторинг ритма если сердца. Есть наследственность, то и обязательно нужно измерить холестерин. Кроме этого, если холестерин повышен, нужно сделать исследование на гомоцистеин. Гомоцистеин – это аминокислота, которая ускоряет проникновение холестерина, даже нормального, в сосудистую стенку. И таким образом, если у человека есть повышенный гомоцистеин, это риск инсульта возрастает из-за того, что у него нарушен обмен холестерина будет, и это будет прогрессировать. И также, конечно же, пациентам самое главное, чтобы они больше двигались, не курили и бросили курить обязательно, кто курит. Спасибо. Спасибо большое, Елена Разумовна. Да, но это мы уже знаем на самом деле действительно активность, убрать лишний вес, не курить. Спасибо большое. Сегодня мы в рубрике «Здоровье» мы говорили про транзиторные ишемические атаки. Продолжает информационное шоу программа «События». До свидания, берегите свое здоровье.